М, Ну что, ребятки, всем привет! Как говорится, рад приветствовать вас, дорогие друзья. И мы продолжаем прохождение игры SnowRunner, что в переводе означает «бегущий снег» или «снежный бегун». Ну, в общем, поехали. Так сказать, за руль или по конь. Ладно. Ага, так. 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 Давайте осмотримся. И, так сказать, освежим память. Так, звук есть, связь есть. Да, да. Все работает. Так, ну что ж, ребятушки, мы все еще находимся в штате Мичиган, Блэк Ривер, темные воды. Находимся мы на нашей стоянке около гаража. Так, и давайте поставим задачи, например, на сегодняшний стрим. А, ну что ж, знаете, я хочу для начала, что я хочу? Попробовать добраться до улучшения вот этого улучшения. Также мне бы хотелось добраться и до этого улучшения, но я пока не представляю как, с какой стороны подлезть. Да, ну, в общем, давайте. Попробуем добраться до этого улучшения, затем, после. Кстати, забыл вам сказать, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Это очень важно. Ну, для меня, конечно же. Так, это мотивирует. Ну, делать там видосы, типа, знаете, стримы. Так, улучшение. Зацепим улучшение. Дальше, я бы хотел разобрать эту кучу камней и проехать наконец-то уже. К другой куче камней, конечно же. Оу, Арис TV Game. Привет, дружище. Спасибо, лайк закинул, и это всегда приятно. Что ж, удели немного своего драгоценного времени, быть может даже посмотришь немножко этот поток. Ладно, ближе к делу, вернее. Так. Ну здесь просто. Здесь я просто беру свой скаут и еду за улучшением. Давай. Роскошный скаут. Роскошный. Но медленный. Так, блин, я уже забыл, куда ехать. Секундочку. Да, направо. Я хочу найти... Я хочу найти дифференциал на... Так, а в чем проблема? Только не говорите, что я уже застрял прямо здесь. Блин. Не, ну так далеко. Это не серьезно. Ну да, кстати, похож на УАЗик. Реально. На Хантер. Такой купешный вариант. Надо еще поставить это кенгурятник и на крыше что-нибудь, фонари или багажник, может быть, помню.
Может быть наши... Хотя нет. Навряд ли. Хотя почему нет? Может быть наши конструктора слезали, так сказать, с этого, так сказать, американца. Почему нет? Это же тоже модель где-то из 70-х, 80-х годов. Наши же конструктора любили что-нибудь дослезать откуда-нибудь. Хотя все занимаются копипастом. Так или иначе. Так, что-то медленно. Может, разгонимся? Так, у нас, похоже, начинается гроза, что ли. Прям стемнело так быстро и... Звуки такие. Соглы, соглы. Куда ни плюнь, везде копипаст. Блин, я что-то беспокоюсь за этот скаут. Смогу ли я справиться с грязюкой? Мне надо найти дифференциал. Надеюсь, это дифференциал там лежит. Ну, ждет меня, так сказать. О, легендарный Смоки Смок. Наш, так сказать, патрон. Ну, вернее, ё-моё, реально гроза. У меня аж дверь открыла в комнате. Наш легендарный, так сказать, спонсор пожаловал. Привет. Сейчас, секундочку, я отвлекусь и прикрою дверь. Так, так. Так, я на месте, прошу прощения. Так, я хочу, знаете, что сделать? Так сказать, сделать одну вещь. Так, надо зайти в трансляции. Смоки. Хочу тебе дать модерку. Да. Раз уж ты будешь в стриме сидеть, смотреть, пердеть, то получай модерку. Ну что ж. Так, вот наше улучшение. Окей. Так, тут ебеня. Так, ну придется до этой дороги ехать. Видимо, отсюда. Да, в точку, Арис. 21:07 это Фиат, я знаю. Грязюка знатная, еще и дождь пошел. Не, по-моему, точно. Мне не показалось, то, что при дожде грязюка становится влажной, она разжижается. А в погожую сухую погоду становится, ну, более, так сказать, крепкой, что ли, засыхает. Так, давайте, может, посмотримся, может, я здесь смогу. Нет, не буду рисковать, там деревья всякие адские. Коряги, так сказать. Не, вот если вот так вот, реально, как будто, блядь, УАЗик один в один, сзади, ну, с крыши. Крыша стопудово от него. О, да, жуткий дождь начался на улице, прямо жуткий. Так, секундочку. Приходится обновлять трансляцию.
на устройстве, на моем так называемом планшете. Потому что у меня второго монитора нет, и мне приходится все смотреть с планшета. Какая жижуха, а? Так, ну что, мы где? Мы здесь. А. Хм. То есть как-то мне надо здесь проехать, да? А какая глубина? Вопрос. Такое ощущение, что тут очень глубоко. Ладно, попробуем. Нет. Ну давай, ну что такое? Неудачно заехал. Да что ты будешь делать, а? Что-то прям не хочет, слушай. Придется воспользоваться лайфхаком. Так, ну что, где-то наше улучшение? Не, ну сегодня хотя обещали грозу, но раньше что-то она припозднилась. Так, ну кажется, мы на месте. Чё, блин, снегоход? Это доступно для текущего автомобиля. Снегоход. Так, это что, коробка передач, что ли? Создан для внедорожников за счет числа передач, максимальной скорости и экономичности добавлено целых 3 пониженных передач. О боже мой, 3! Такие предметы необходимо ставить в меню модификации, но это я понимаю. Снегоход, ну блин, это не то, что я хотел, но для Аляски, хотя это отличный вариант. Ладно. Блин, я рассчитывал на дифференциал. Наверное, дифференциал здесь. Но не факт. Ладно. Тпхаемся на гараж наш. Так, а что у нас? Какие машины есть? Машины. Вывести. Почему он здесь у меня висит? Непонятно. Берем наш флистар. Роскошный флистар. И будем просто выполнять свою обычную работу. Место в горах задание. Так, не то, это, видимо... мост в горах. Простите за мой французский. Мост в горах, вот он. Так, что нам нужно? Доставить к мосту металлическую рейку, например. Металлическую рейку я смогу взять на складе, а также смогу взять на этом складе. Интересно, интересно.
А, большие бетонные блоки. А, блоки тоже здесь. Интересно. Становится все очень интересно. У меня, короче, идейка родилась. Сцепить две тачки и все за одну ходку сделать. Или взять прицеп. Кстати, низкорамный прицеп с рампой. Просто охота все за одну, так сказать, ходочку заморочить. Наверное, грузовик-то проблемно тащить за собой, а вот вот эту рампу я бы взял. Так. Ну, погнали. Нужно ускорять процесс. Ну, знаете ли, растягивать прохождение игры, ну, не очень охота. Так, карту я уже изучил. Ну, почти. Поэтому все будет достаточно быстро и интуитивно. Так, но самое главное, мне нужны колеса на наш грузовик. Хорошие вездеходные колеса. Угу. Так, в смысле? Тут что-то нагружено на него? Алло. Стоп. Еще раз. Что касается моста в горах, мне нужны бетонные блоки. Бетонные блоки. Вот это очень похоже на бетонные блоки. Интересно. Боже мой. Не тянет. Так, полный Фу-фу-фу-фу-фу. Серьезно, дружище, ты что это? Позоришь меня. Охренеть. А чё, почему так? Они что, так весят много? Охренеть. А если... Ну-ка. Стоп. Охренеть, можно рампу выдвигать. То есть можно загружать какую-нибудь технику? Прикольно. Так, что значит распаковать груз? Так, можно эвакуация, бла-бла-бла-бла-бла, открепить прицеп, заглушить. Распаковать груз, удали как. Что значит? Так, что такое сделал? Что это такое? Ну-ка, подожди, я не понял, вот это что за фишка такая? Ну-ка, выдвинуть рампу и привязать бетонные блоки к дереву, что ли? Или что такое? Не понял. Нет, что-то не то. Это лебедка. А, типа можно выгрузить с помощью подъемника, наверное. Да, идиот. Ладно, упаковать груз. Выдвинуть рампу.
Так, ну мне не хватает, короче, мощи. Я вроде пытается. Но все тщетно. Блин, какой-то слабак. Так, окей. Еще раз. Мост в горах. Мне нужно только 2 единицы бетонных блоков. Так, тогда другой вариант. Удалить груз. О, найс. То есть можно удалить так и так. 2 единицы. Найс. Так, ну-ка, а теперь. Ну давай, ну что такое? Ну, дружище. Может, какой-то стоп-кран тут? Так. Может, застряли, мы надо немножко вытащить лебедочкой. Да, похоже, просто забуксовал. Да. Слишком далеко. Так, ну. Другое дело. Забрались. Далее. Так, как мы проедем? Блин, вообще, по идее, надо было упавший лэп, наверное, сначала делать, чтобы вообще освободить эту дорогу. По идее, так. Бетонные блоки. Металлическая рейка. Металлическая рейка. Металлическую рейку я могу взять здесь. Так. Так, ну, окей. Короче, давайте лэпом займемся. Да. И поэтапно будем всю эту дорогу открывать. Потому что нужно ускорять процессы. А по этим обходным, так сказать, путям мы очень будем много тратить времени. Теперь вопрос, как я буду разворачиваться с этой херней. Так, мне нужен большой радиус поворота. Я с этим прицепом вообще не умею разворачиваться. Ну давай. Не оторвется цеп. Так, я застрял, похоже. Ну? Ух. Ты что ты делаешь? Блять, у меня слов нет. Так, надо срочно спасать хотя бы какой-то груз. Открепить. За что?
Отлично. Я все потерял. Так, ну что, один палет мы потеряли. Ну, хоть второй остался. По идее, тут кран нужен, но у меня даже нету. Он застрял. Он просто застрял. Какую-то хрень учудил. Короче. Пока это бросим дело. Вернемся к нашим бетонным блокам. Бетонные блоки. Я смогу здесь. Так, а здесь я смогу взять либо рейку металлическую, либо... Да, короче, ловимся в город. По-быстрому. А потом уже за бетонными блоками. Эх, был бы кран. Смогли бы поднять все это дело. Надо было сразу поставить такую задачу, чтобы ехать на лефт, и дабы я правильно развернулся, ну, повернул бы налево. И не потерял бы наш груз. Теперь если я строил баррикаду на дороге. Да. Я, кстати, забываю сказать. В начале стрима надо было озвучивать. Ребят, кто будет смотреть стрим в повторе, в записи, не забывайте включать скорость 1.25, чтобы просмотреть видео быстрее, сэкономить ваше драгоценное время. Где прицепы брошены? Сразу заправлюсь, потому что я забываю. Топляка закинул их в путь. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться. Вам не сложно, мне приятно. Блин, туманный город роскошный. Как я и говорил ранее, не хватает людей, что ли, на улице. Но, видимо, тут тоже, у них какой-то карантин, типа самоизоляция. Так, мне нужны, значит, что? Рейки, да? Рейки. Вот только рейки. Мало места. Так, мне нужны рейки одни, да, только? А мост? Нет, offshore lab. Да, рейки одни. Бетонные блоки 2 штуки. Блин, по идее, так идеально может выполнить задачу по поводу лэпа. Все было же под рукой. Правильно еду? Да. Я зафакапил.
Тебе придется ломиться в ебеня за этими бетонными блоками. Надо все равно как-то этот прицеп освободить от блоков, потому что он не пригодится. На него столько можно всего загрузить. Так сказать, чтобы за одну ходку загрузить и рейки эти. Вот. Так, вот наша лэп. Принять. Странно, что я не могу ее из списка задач это принять. Так, разгрузить. Блин, так, алло. Придется задом сдавать, что ли? Не, а если бы я с прицепом приехал, я вообще бы это раскорячился бы на бок. Так, интересно, кузов рассчитан под сколько блоков, под сколько палет? Так, вот наше недоразумение стоит. Так, ну, нет, 2 палеты влезет. Кстати, блин, точно. Можешь просто убрать груз с телеги и вот все. Так, присоединить и удалить груз. Можно удалить этот груз и... Блин. Кто бы знал, да? Так, ну, ради одной я не поеду, естественно.
Телегу я сейчас припаркую где-нибудь сбоку. Блин, ну я мог все сделать сразу. Написано, такая тяжелая эта платформа, просто ужас. Как сатана тяжелая. Явно нужна другая тачка под эту телегу. Окей. Открепить. Так, но дело в том, что мне еще пригодятся эти те же самые рейки, бетонные блоки. Подвеской? А, да там немножко, чуть-чуть. Это же только я немножко ее покоцал на что-то 18 единиц всего лишь, повредил ее. То есть она еще походит, как тебе говорят в сервисе. Еще походит, дружище. Ну, это говорят в неушлом сервисе, так сказать. Так, вот я не помню, здесь я сколько... Нет, я здесь, по-моему, справился. Здесь наша машинка справляется с бездорожьем. Не, я только не... Я же недавно ее покоцал, ну, вернее, когда ломился. Немножко ударил ее об небольшую неровность. Так, а если подрубить? Хотя полный привод справляется. Надо изначально, короче, все эти расчищать пути, так сказать, от завалов, мосты строить, чтобы не тратить время на этих объездов ужасных. Сколько сейчас буду стоять ворочать этими колесами? И вопрос, смогу ли я проехать с блоками здесь? Да, что-то я перегнул палку. Хотел тут с прицепом с этим ехать, еще и с грузом. Вообще не варик был бы. Благо ветки валяются. Спасительные ветки. Я почему-то не видел твои сообщения на... Колян, на прошлом стриме. Блять, я застрял. Ну, вернее, часть. Часть сообщений были, а часть сообщений почему-то скрывалась. YouTube как-то сам модерирует. Непонятно как. А вроде никаких его настройках ограничений нет. На сообщения, на слова в сообщениях.
Как же тяжело, а. Можешь продать все это дело. У меня аж 2 грузовика, по идее их можно продать. Взять за 60 кэсов какой-нибудь грузовик. Мощно. Может к концу стрима получится, кстати, раздобыть себе новый грузовик. Боже мой, что это? Ёлка? Так, я, похоже, что-то ударил опять. Ощущение, что место сменяется. В прошлый раз не было этого. Блин, когда хотелось сюда музыку, ну, саундтрек поставить из дальнобойщиков вторых, но YouTube туда заблочит, мне кажется, видео. Ну, вернее, он не заблочит его, но будет висеть желтый значок. А здесь бы так подошла музыка из дальнобойщика. Тогда бы эта игра бы стала просто легендарной. Так. Немножко еще осталось, ребятки. У тебя-то видно было, но я у себя не видел твои сообщения. То есть на экране. То есть не все зрители видели эти сообщения. То есть часть видели, часть сообщений от тебя не было видно. Ну, кстати, от многих так, я заметил. Я не знаю почему. Там вроде мата нет. Ссылок никаких не было. Потому что ютубовская премодерация, она блокирует мат. Ну, прямо жестко. И если ссылки какие-нибудь. Да, YouTube вообще как-то жестко прямо цензурируется. Типа, надо же защитить детей. Почему никто не думает о детях? Ну, как из этих фильмов-то. Почему никто не думает о детях? Подумайте о детях. Когда вы будете думать о детях? YouTube с этим делом строг. Кстати, еще одна телега. Если на эту телегу, ну, в следующий раз, я думаю, на эту телегу загружу бетонные плиты эти. Так, кирпичи, бетонные блоки. Раз, два. Да. Да, короче, в следующий раз. Главное не забыть, чтобы мне эту телегу загрузить. Так, а если мы сделаем лэп, окей. Но дорогу на склад нам никто не сделает. То есть нам по-прежнему придется ездить через эти линии. Мне это не нравится. Надо срочно улучшать грузовик. Так, я сделаю лэп.
Следить. Сделаем лэп, потом бам-бам-бам, сделаем мост, бам-бам-бам, сделаем завал и мост из досок. Вот. Так будет идеально. Только сколько мне потребуется раз съездить на скала? Так, секундочку, давайте сейчас чекнем. Так, мост в горах. Мост в горах. Блоки. 2 единицы. Окей. Завал на дороге. Завал на дороге. Тут только запасные части нужны. Соответственно, нам нужно будет ломиться в город. Так, и мост из досок. Мост из досок. Тут только доски. Блин, тогда не получается, нужно загрузить одну телегу. Да, короче, я сразу загружу телегу. Ребят, вы меня извините, но придется мне загрузить ее сразу. Так я смогу выиграть нам время. Тут как раз должно поместиться 2 палеты. Ай. Тихонечко, но я думаю, проедем. Так, погрузка. Что такое? А, вот прицеп. Ну что, делайте ставки, господа. Сможем ли мы доехать, проехать ту жишку с прицепом и полностью груженая? Очень интересно. Да блин, ё-моё, этот кран, он бесит меня. Но прицеп очень подходит, кстати, к нашей кабине. Прям идеально. Настоящая рабочая лошадка. Кайф. Либо придется бросить, ну если застрянем уж, придется его бросить где-нибудь здесь, чтобы потом забрать. Может на пониженной, да с помощью лебедочки справиться. Но пока что это самый мощный у меня из грузовиков, который имеется в наличии. Второй грузовик, он немножко похуже. Блядь, что-то мне аж сердце ёкает, когда наклоняется. Гребет. Боже мой, как уходит бензин, а. 10 литров. Там нигде заправки нет поблизости. Если только в гараж заезжать. Пятьдесят на 50. Ну, я тоже думаю, что 50 на 50, но и верю в этот грузовик, в этот флистар. Не зря же называется флистар. Хотя и... О, кстати, подсвечивается уровень топлива в этом, блин, в бачке. Прикольно. Так, не наговаривай давай. Начинаешь ты. Я уже приехал, похоже. Что, в смысле? Все, что ли, накатались уже? Блять, серьезно? Подожди, дифференциал еще не подключил. Да алло, ну что такое? Я уже, похоже, приехал. Так, что есть? Так, ну это не то. Ну давай попробуем
Попробуем. Посмотрим на мощь этой лебедки. Нет. А, вот так вот лучше, кстати. Нет, нет, ты виноват. Ты накаркал. Ну давай. Нет. Не получится. Придется возвращаться. Придется возвращаться. За этим прицепом. Да, но где-то внутри меня сидел большой скептик, который говорил, что нет, не вариант, чувак. На этом грузовике не вариант. Так, здесь нужно... стоп, я же здесь, по-моему, объезжал. Да-да-да. Чтобы в эту грязюку не залазить, я же объезжал в прошлый раз. Точно я вспомнил. Только тут очень проблемный участок. Блять. Как бы эти деревья. Здесь очень дикие наклоны. И с прицепом явно бы мы здесь не проехали. Какой свет, а, роскошный. У меня, кстати, Батян работал дальнобойщиком, ну, шофером всю жизнь. И, может быть, мне это передалось. То есть меня тоже какой-то прямо тянет к технике. Ну, имеется в виду за руль. Прямо. Прямо тянет, короче. Я не знаю. Порулить, поездить. Хотя это огромный же труд. Особенно, ну, в нашей стране. Работа не благодарна, то есть она в полной мере не окупается. То есть ты очень много тратишь здоровья на этой работе. У нас нет нормальных кемпингов, ну, для водителей, которые могли бы приехать, остановиться, помыться, поесть. Нет нормальных сервисов для подобных траков обслуживания, чтобы самому не напрягаться, не надрывать поясницу. Давай, дружище. Капец, как мне тяжело, а. Только не говори, что я уже поиграл. Дифференциал забыл подрубить. Да, еще плюсом дороги. Еще дороги. Дороги просто из тебя всю душу выпьют. Всю душу. Я же как-то гонял, историю расскажу, гонял в Беларусь
Мы с корешем, ну, с приятелем гнали тачку, ну, две тачки на перепродажу, но это еще было в году 11. Так это просто был, ну, тогда еще были дороги просто ужасные. Сейчас я не знаю, может быть, что-то изменилось, но тогда это было просто... Мы гнали с Белоруссии и до Перми. Дороги узкие, страшные. Ночью вообще ни хрена не видно. Ну, если гнать тачку. Постоянные фуры. Где-то фуры вообще перевернуты валяются. Ну, то есть, дорога смерти. Тогда нам, конечно, повезло. Доехали без приключений, ничего у нас не сломалось, не отвалилось. За 2 суток долетели. Еще молодые, безбашенные, под энергетиками. Так, ну что ж. За добрую историю прошли этот ужасный маршрут. Отлично. Так, 70 литров осталось. Но я думаю, хватит. Ну, кстати, мы еще в тот раз неплохо так заработали на этих тачках, перепродав их. Хорошее время было для перепродажи тачек. А потом ввели пошлины, и бизнес этот накрылся. Ну, топ навоз автомобилей. Конские пошлины стали. Причем тачки можно было европейские, ну, немцев взять за просто бесценок. Хотя вот если бы я прицеп этот не уронил бы, я бы сделал бы без проблем бы все это дело. Задачу бы выполнил уже. Все из-за того, что я такой рукожоп. Жопорук. Ай. Да, соглы, соглы. Государство, которое, которое сейчас есть у нас, оно работает в своих интересах, не в интересах людей. Это преступное государство. Так, ну что ж. Что ж, ребятушки. Довезли мы блоки. Получили $1500. Получили 200 опыта. Подняли уровень до 5. Уже неплохо. И, собственно говоря, освободили путь. Здесь мы сможем заправиться, кстати. Так, что касается моста, где он. Мне нужны блоки, опять же.
повторяюсь. Нужны блоки. И придется нам ехать за телегой. За тележей. Так, ну, кстати, можно же тпхнуться в гаражик. Немножко ускорить процесс. Сейчас все пойдет как по маслу. Одна телега, потом опять тпхнемся, и уже... И уже дальше будем делать свои грязные делишки. Лишь бы я с телегой смог проехать. Телега тоже много весит. Может, в следующий раз назвать стрим «Грязные делишки». Мои грязные делишки. Да. Но это не точно. Не, разрабы, конечно, вообще молодцы. Как выглядит вода, это просто мое почтение. Как выглядит мокрая грязь, мое почтение. Блин, реально безумие, но она выглядит супер реалистично, я хочу сказать. Так, ну я все еще стою, кстати. Можно и спориться. Это при том, что у меня стоят средние настройки. Да? Блин, да что ж такое-то, а? Как будто бегемота из болота построили. А, я зацепился за ветку. Доставить на стоянку прицепов тентовый прицеп. Так, это не то, кстати, у меня задание выполнено. Ну, принято к исполнению. Грязюка, обожаю. Ну, в игре. Исключительно в игре. Наверное, я бы не хотел попасть на таком грузовике в такую грязюку. Наверное, я к этому не готов. Блин, блять, а как я смогу проехать реально здесь? Что я... Может, проще загрузить заново? Мне кажется, я так припотею с телегой. Блять. Немножко бензобак покоцал. Хотя если по объезду дать, может быть и смогу.
Но опять же, это не точно. Ладно, посмотрим. Давай. Смоки, смог. Какие шансы сейчас? Смогу ли я уехать с телегой с этой? Так, телега на месте. Никто не спер. Уже хорошо. Так, агрессивно как заехать. Так. Так, я, наверное, ее зацеплю лебедкой и попробую так. Так, ну что. Так, в принципе, едет. Так он ее тащит. Так тащит. Окей. Присоединить. Воздержаться можно. Но ради интереса. Не, ну уже сейчас можно делать прогноз. То есть, в принципе, тянет по сухому. На сухую идет нормально. Значит, сейчас будет первое объезд. Очень опасный. Ну, средней опасности участок. И будет спуск после этого объезда, где очень много грязи. На сухую. Нет, да это понятно, что со смазкой-то лучше, намного лучше. Мы-то знаем. Но в игре лучше на сухую. Сцепление лучше, понимаешь? Сцепление лучше. Лишь бы не оставить прицеп этот в озере. Так, очень... Так, я переключусь. Блядь, да этот коряга, что тебя... Ты все время мешаешь не проехать. Я сразу переключусь на пониженную, подрублю дифференциал и... Нежно, аккуратно. Так, здесь... Здесь едем. Я буду нежен с этой телегой. Блин, как же подвеска круто сделана. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой. В смысле, я сел на брюхо? Чё, издеваетесь? Какого хрена происходит, алло? Ладно.
успевает перечитать. Меня же если бьет. А, я застрял. Ну же. Мне кажется, я сейчас просто в воздухе всеми колесами окажусь. Черт. Стоп, она оборвалась, что ли? А, вот, найс. Ух. Блин, как деформируется поверхность? Охрененно. Это 5 баллов. Даже 10. Короче. Этот участок благополучно пройден. Офигенно. Так, теперь спуск. Кстати, дождя нет. Может быть, немножко подсохло? Так сказать, подсушила грязь. Так, здесь главное не дышать. Вернее, дышать, но аккуратно. Так, здесь пока едем. Блин, уже тяжко. Уже тяжко. Блин, я охренею, если я телегу засажу здесь. Мне придется, блин, обратно возвращаться. Ну, как ты сказал, 70% шанс. То есть шансы-то велики. Блядь, да куда тебя несет, а? Блядь, нет! Боже мой! Я чуть не потерял груз. Еще маленькая кочка и все бы. Прощаем. Так, ну все. Собрались. Подрубаем пониженную, дифференциал. И тихонечко начинаем скатываться. Блин, она уже коренится. По крайней мере, заднее колесо уже повисло. А. Блять. Я тебя умоляю. Придется над центром немного выкатываться. Так, я сразу зацеплюсь за дерево. Для страховочки. Это водилу колбасит нашего. Он охреневает, наверное. Такой работы.
Ну, короче, справляемся, похоже. Я еще последний рывок нужен. Боже мой. Ну же. Так, смогу я это? Нет. Тут только надежда на звезду на нашу, на фристар. Так, и сейчас. Побыстрее, чтобы вылезти. Ну, отлично, справились. Хотя нет, почему я говорю справились? Нам еще ехать. Так, здесь. Ах, нельзя расслаблять булки. Не, этот вид не отображает полную картину мира. Как-то вот так вот сделать. Просто я должен наблюдать, что происходит с нашим грузом. Так, 120 литров топлива осталось. Там еще заправка есть по дороге. Кстати, надо потом будет в гараж попасть, там может какие-нибудь улучшения доступны. То мы вроде как 5-й уровень подняли. Может колеса хоть какие-нибудь, ну, покрышки получше. Шоссейные, не такие шикарные для такой дороги. До заправки, ну, должен. Она находится здесь вот. То есть не надо так. И так. По идее должен. Кстати, еще можно заправлять также, ну, от других тачек переливать топливо. То есть можно, если что, пригнать, даже если я обсох, да, например, можно пригнать какой-нибудь скаут, тот же самый, ну и заправить от скаута. У него, по-моему, бак на 80 литров или на 60, то есть даже от него можно.
немного добить. То есть вариативность такая неплохая, что, ну, прикольно. Для Спитайрс не было такой возможности. Или было? Блин, я не помню. По-моему, с тачки на тачку нельзя было перебивать. Не помню. Там приходилось целую цистерну, знаешь, чтобы заправить. Ну, не цистерну, вернее, а машину техничку. С топливом и с запчастями. Тяжеловато дается мне. Топливо? Конечно. Это ж тут стандарт. Топливо стандарт везде. Ну, вернее, везде дизельное топливо, наверное. Что-то как-то тяжеловато. Соляра? Да что такое-то, алло? Тут вроде грязюки-то нет. Не, ну если они бы сделали еще разные марки топлива, то это вообще было бы ад, мне кажется. Для одной тачки это заправлять, для другой это. Тогда бы это, наверное, уже был бы перебор. Ну, нагромождение. То есть они бы углубились уже в реалистичность. Да что такое-то, а? Прям не едет вообще. Может быть... Хотя нет. А то вдруг у меня какой-нибудь прокол колеса на телеге. Или какой-нибудь стопор стоит. Нет, это просто грязюка. Так, ну что ж, найс, мы выехали на дорогу. Наконец-то асфальтированную. Ё-моё, как ее мотануло, а? Нашу телегу. Надо быть аккуратней с этим. Сейчас опять разгонюсь, блин. О, Пабгер! Привет, привет, дружище. Насчет БТРа я не знаю. Слышал. Я ж только начал у него. Я хочу, так сказать, пощупать все своими руками. То есть пока что я, ну, как видишь, в Мичигане. Здесь пока что БТРов нет. Мне бы резину найти. Нормальную, внедорожную. Если бы тут БТРы бы давали в самом начале, то это бы было бы неинтересно. А мне нужна всего лишь резина. Покрышка, так сказать. $70 литров. И мы уже практически доехали до заправки.
А вот и наша гаста. О, кстати, тут огромный прицеп стоит с левой стороны. Я его что-то раньше не замечал. Так, С заправить. Вот он. С топляком. Полный топляка, а? Прикольно. Блять, куда я заехал? А? Так, так. Тут получается... Ой. Наверх просто подняться. Ну что ж, процентов 50 уже за сегодняшний стрим я сделал. То, что хотел. Хотя нет, еще не совсем. Надо доехать все-таки отвезти эти плиты. Ну, собственно говоря, нам нужно мост. Заморочить, это уже тогда будет процентов 50 того, чего я хотел сделать. А, кстати, Смоки Смок, как там? Из 2 ты, который инкарнированный в деле, ты его попробовал уже на вкус? Так, принять, следить. Мост в горах. Так, управление грузом. Стоп! Так, я что-то ошибся, видимо, чем-то. Подожди, блядь, стоп. Я же точно помню, что мне нужны были эти. Или я ошибся? Так, еще раз. Мост в горах. Ну да. Нужно доставить бетонные блоки. Бетонные блоки. А в чем проблема-то? Вот они, бетонные блоки. Не понял, а почему я не могу выгрузить их? Разгрузить. Не понял. Подожди, написано металлический рейд. Нет. Что за... Это, видимо, вторая часть. Сначала мне нужно доставить рейки, а потом блоки. Только один бой. Ну да, за один бой-то... Понял. За один бой ничего не сделать, конечно. Ладно. Похоже, я не облажался. Я думал, что-то я сфейлил. Короче, нужно вначале рейки привезти. Ладно, я, короче, так оставлю. Не буду его передвигать. А то случайно переверну его, как обычно это бывает. Сейчас за рейками, а потом уже все остальное. Ну это нормально, кстати, 2083 дамага. А он что-то вообще танкует? Самое это интересное, это элемент брони. Насчет дамага-то, там же пушка такая же. Просто стоит, не стоит, не дальше заморачиваться на него. Я же все еще не получил. Я только вчера 3-й уровень сделал на зверобой.
Ну, понятно. Значит, просто для копилки. Ну, для коллекции. Ну, или потом обменять можно что-нибудь по трейдину. Может, успею выполнить. Что-то больше 3-4 каток просто не могу играть больше в этот режим. Начинает бесить. Все одно и то же, однотипное. Я, кстати, так и не попал на новую карту. Берлин. Вроде катался, ну, как раз таки боя 4, может, ну, 5 сделал. Так, я не видел этой карты Берлин. Да, еще один брелок. Да ё-моё, ну что такое-то, а? Кто тут разбросал эти деревья? Да ё-моё. Кстати, может полный привод отключить? Топляка будет меньше тратиться. На прямой-то дороге. Не, ну, наверное, основная карта будет все равно переделана. Будет как-то, не знаю, хоть зазеркально, что ли. Ну, имеется в виду примерно одинаковое, что с одного, что с другого респа. Просто не, просто интересно, я кто-то вообще попадал на эти карты сейчас на события? Как на него вообще попасть? Так, реки погрузил. Отлично. Ну, жители Мичигана должны мне просто по гроб жизни за эту работу. Только тонн уже вывез, перевез. Так, немного заправимся на всякий случай. Хотя там заправка еще будет. Так, чисто для страховочки. Ну, посмотрим, посмотрим. Если будет неиграбельно, наверное, все равно игроки об этом скажут. А, 30% шанс. Это надо весь день сидеть, чтобы попасть на нее. То есть боев 10 отыграть, получается, надо и только. Понятно. Я просто ни разу не попадал. Вот сегодня катал, вчера.
Не попад... А, нет. Нет, да, вчера тоже она уже была доступна, я не попадал. Мне ночь больше нравится, чем день. Она просто супер атмосферно. Хотя ни черта не видно, но атмосферно. Там какие-то карты есть, которые супер изи делаются, а какие-то карты прямо сложные, где в этой позиционке стоят ПТшки, которые сложновато прострелить, а какие-то карты просто на изи проходятся. А, собственно говоря, городская карта у нас пипецкая сложная. А есть карты, которые начинаешь как в поле, как будто бы. Не помню, она как они называются в рандоме. Не запоминаю их. А, линия Зигфрида, по-моему, называется она. По-моему, так, линия Зигфрида. Зигфрида. Она вроде простая достаточно. А, стоп. Налево. Там была табличка «Будьте осторожны». Рейки, кстати, полегче будут, чем эти бетонные плиты, бетонные блоки. Рейки полегче намного. То есть разработчики сделали еще развесов, так сказать, по грузам. Так, отлично. В смысле? Так, теперь нужно как раз таки бетонные блоки. Все правильно, значит, я сделал. Все правильно. Не, ну если смотри, если ты прошел уже его. Если ты прошел уже его. Если тебя не смущает цена, то почему бы нет? Там, ну, ты же видел, сколько там плюх жирных разных. И прямо, и оборудование, мне кажется, там окупится все это дело. Тем более ты постоянно гамаешь танки. Постоянно танчишь. Так, надо как-то назад отъехать. Есть! На жопе шерсть. Косарь 800 и 260 единиц опыта. Найс. Мозг готов. А какая цена, кстати? Я просто не узнавал. Так, дальше.
Завал на дороге. Дел. А, запасные части. Запасные части я могу взять на складе. Здесь склад. Опять чертов склад. Так, окей, давайте телегу-то припаркуем где-нибудь. Где-нибудь. Здесь, что ли? Так, у тебя осталось 20к голды, а пропуск 6500. А, то есть можно за голду брать. Ну я понял, я думал за реал просто. Ну раз за голду, тем более у тебя есть. Я хз, смотри сам. Смотри сам. Не, можно взять пропуск и потом уже не все. Расслабиться и до Нового года не донатить. Так, открыть. Блин, сейчас такой крюк делать обратно. Так, да, все равно придется. А если здесь? Вот, а здесь. Кстати, стоп. Я же могу здесь второй проехать. Интересно. Не, ну смотри, если... Не, ну у тебя же есть уже голда. Тем более там плюшки-то неплохие вроде как. Так, блин, да, ну... Я хз, смотри сам. Так сказать, взвесь все. Взвесь за и против. Ну тогда не бери. Видишь, ты уже смущаешься, поэтому... Если тебя терзает смущение, так сказать, смятение по этому поводу, то даже не стоит. Значит, там плюшки недостаточно хорошие для тебя. Так, в принципе, дорога тут неплохая. Ну, пока что. Болотистых участков нет. Так, вот уже наш склад. Так, Ильюха, здорово. Спасибо, спасибо. Спасибо, что заглянул. Спасибо, что уделил немного времени. Так вот, я вот посмотрел характеристики. По-моему, характеристики не отличаются от обычного дизлайка. Я вот не догоняю по поводу вот этих модулей усовершенствованных. Там потому что типа минус 10, что на обычном, что на этом минус 10 скорости. Поэтому я что-то не понял, прикол какой в них. Так, кирпичи, блоки. А, вот, запасные части. Блин. Раз, два. Так, запасных частей мне нужно. Запасных частей нужно мне. Так, завал на дороге. Да, 2 единицы. 2 короба. Ну,
Если пушистик классный, но... Ну, вроде кто-то говорил, да, что он прикольный стиль. Кто-то говорил из блогеров, из танковых. Ну, что удачный стиль достаточно получился. Но у меня нет ни 277, ни коня. Так, как я приехал? Стоп. А. Трофей на дислайте такой же, как обычный, но его можно улучшить за 3 миллиона. И он станет такой же, как... А! То есть за 3 ляма он превращается в боновый. Ничего себе. Блин. Не, вот это прикольно. Слушай. Боновый-то, кстати, неплохо так дает. Я вот зарядил, ну, я же рассказывал, зарядил на КПЗ, поставил бонового Брутон. Может, какая вообще другая машина получается. То есть, получается, ты за 6,5 голды покупаешь боновый дислайки. Ну, плюс там еще дни прем-аккаунта. Серебро, наверное. Пособие учебное. Ну, кстати, может быть, даже неплохая сделка. А, кстати, прикольно то, что можно снимать за 10 голды, потому что боновый это, соответственно, за боны снимать. Ну, 3 миллиона серебра это не считается, его можно нафармить. Тем более линия фронта, сам понимаешь, доступна. Сейчас серебро уже это... Если раньше с серебром были проблемы в начале сам, когда не было ничего такого, то сейчас серебро вообще же фармится на изи. Если бы раньше ввели бы все эти механики, когда я, блин, задротил по несколько часов в день, то я бы уже бы мог бы все купить, наверное, все ветки, все нации. Сейчас за неделю можно лямов, ну, 15 в легкую фармить. Ну, может быть, не 15. Ну, хотя если со всеми плюшками. Так, принять. Так, окей. Так. Разгрузить. Но это самое простое задание было. Что ж, ребятушки. Вот сейчас мы можем сказать точно, что мы выполнили на процентов 50. Нет, на 60 сегодняшней задачи. Полностью расчистили завалы, построили мосты. Так, и что нам осталось? Ну, мост. Собственно говоря, мост из досок. Мост из досок. Из досок тоже, по-моему, очень даже просто. Деревянные доски. Деревянные доски. Нужна лесопилка. Так, когда предлагают тпхнуться в гараж. А, кстати. Так, я тогда на ИС-3 фармил. Потом первый прем купил, и проще дело пошло. Да. А я не помню уже, кстати, как я там фармил. На чем? А, там, кстати, сделали возможность такую. Перевели Т-34, ну, то есть Т-34 американца
и сделали его премиум. То есть это, по-моему, мой самый первый прем получился. Ну, халявный прем. И, по-моему, я на нем, да, зарабатывал. Он даже неплохо так фармил. Некоторое время. Пока не стали добавлять другие машины. Так, тюнинг. Да, тюнинг, я забыл. Двигатель. Движок недоступен. Коробка недоступна. Подвеска недоступна. Шины. Эй. Шины недоступны. Шины доступны... нужно подвеску. Я подвеску не могу поставить. Так, а здесь что? Остался 6-й левел. У меня сейчас 5-й левел. То есть мне еще нужен... 1 левел до того, чтобы поднять уровень. Купить себе шины. Так, лебедка недоступна. Дифференциал подключаемый стоит. Запасное колесо недоступно. Можно поставить шноркель, но я вроде пока не планирую плавать. Задний привод стоит. Модули не требуется. Ну, короче, пока что ничего нет. Так, можно, может быть, по тюнингу разобраться. Бампер. Так, бампер у меня стоит. Крышка. Маячок. Маячок поставить. Чтобы, так сказать, в ночи блестел. Да, то есть это первый, наверное, такой жирный подгон от картохи был. То есть все такие, ничего себе, халявный прем. Это было, конечно, шикарно. Так, это что такое? Мне серийный стоит. Мы поставим, давайте вот этот посерьезнее. Так, что еще разное? Клаксон. Ступенька. Козырек. Ну такое. Теплоизоляция. Кстати, теплоизоляция. Смотри, как шикарно смотрится. Теплоизоляцию можно поставить. Так, ну и... Не понял. Может, козырек, хотя он дорогой. Ладно, все. Хватит тратить деньги. О! Уже брутальней. С этими рогами. И с маячком, а? Роскошно. Еще приподнять бы его немного. И колеса побольше поставить. И тогда вообще бы просто было бы идеально. Так, нам нужны доски. Досочки мои. Да, по-моему, потом больше не было, да, таких халяв от ПГ? Ну, чтобы просто тебе давали прем-танк 8 уровня за так. Сейчас, чтобы получить прем-танк, нужно пройти 7 кругов ада в различных ивентах. Так сказать, в марафонах смерти. Либо марафон, либо донать. Ну или хотя можно заработать на тех же рангах, хотя нет, там не прем, опять же. На линии фронта можно заработать прем. Или нельзя? Нет, там тоже 9. Так, а где можно заработать прем-то был? Ну вот сейчас можно прем заработать. Только, правда, 7 уровня. Никчемный прем.
хотя бы восьмерку бы сделали, я не знаю. Не, ну понятно, они хотели приблизить, ну, имеется в виду к аутентичности, ну, то есть ИС, Иосиф Сталин, собственно говоря, танки Второй мировой войны. Хотя они могли бы из третьей, он же уже, по-моему, был, или нет? Или в конце войны он появился только. Исуху могли бы сделать премиумную, ну, какую-нибудь шикарную Исуху с экранами 8 уровня. Да, точно, вспомнил. Я же Емеля взял. Он как раз премиум. Ну и, собственно говоря, другие тоже премы. Да. Ну, картошка что-то опять переиграла. Решила, что это такое? Просто так раздавать прям танки? Несерьезно. Так, не проехать поворот. Так, стоп. Блять, не туда поехал. Заговорился. Уже катается? Не, ну, они могли бы ее сделать хотя бы вот за этот ивент. А то дали 7 уровня. Ну, зачем людям 7 уровень? Не, быть может он фармит? Неплохо. Да все равно неинтересно на семерку. БЛ-10, да? А у Исухи нет уже, да, по-моему, БЛ-кету? Потому что когда я катал на Исухе на этой, на БЛ-ке, так она просто рвала всех на части. Да, у него отобрали, по-моему. БЛ-10. $38 серебра. Это без према? Так, стоп, а чё? Мост из досок. Ё-моё, я опять туда уехал, блин. Мне же нужно за этими. За досочками. Я что-то задумался насчет этой тачки. Ну, насчет Исухи. И вспоминал просто свои бои те. Как я отыгрывал на ней достойно. Блять. Я что-то сломался, блядь. Пиздец. Немного кабину помял. И движок. Так вот, это как-то, ну, такое себе, конечно, решение. Грязных ПГшников. Типа донатеры могут себе позволить кататься на БЛках, а обычные игроки нет. Ну круто. Но это дискриминация обычных игроков. То есть, если у тебя нет денег, то все, ты лох. Лох! А если у тебя есть деньги, о, пожалуйста, добро пожаловать, вот тебе БЛ-10. Любим, уважаем. Так, доски, да, доски. Тут только доски, да. Так, хотя я видишь,
Не знаю, сколько это достойно, недостойно для 7-го уровня. Для 7-го уровня. Хотя, может быть, для 7-го уровня нормально. Хотя хз. Наверное, должно быть больше. Я помню, блин, было время, когда, ну, когда, собственно говоря, прем стоил 250. Блядь, да что такое, а? Прем стоил 250, плюс я выкатывал на Т-34, и я зарабатывал серебром по 130-120 кэсов. На 8-ке Т-34, 130 кэсов за бой. Это было... Это точно я помню. Потом как-то резко все это прекратилось после того, как, собственно, это до 2014 года. Потом начал доллар расти после 2014 года. И потом как-то все это дело прекратилось. То есть и прем стал дорогой, и 8-ки начали зарабатывать меньше. Тогда Кислый понял, что все, пора начинать уже срубать по-настоящему деньги с людей. Тогда же вообще же пик был, можно сказать. Игра была на пике популярности. Людей было много, и можно было рубить деньги просто по жести. Так, налево, налево. Тогда же как раз ничего не было, никаких акций, просто рандом. Дорогущий прем-аккаунт, плюс золото было за деньги. Да. Кислый, наверное, тогда себя ощутил по-настоящему богатой сучечкой. Стал, наверное, долларовым миллиардером, ну или миллионером. В 2014-2015 году. Я помню, у нас уже вообще все играли. Я еще работал на заводе, кстати, в то время. И у нас просто все играли. Все на заводе. Ну, из, так сказать, из молодых ребят. Мы просто сидели, ну, например, на обеде, чтобы собирались и начинали рассказывать эти дурацкие истории, как мы там играли в игры. Нас смотрели просто как на идиотов, наверное, все. Так, нам нужно что? Можно, в принципе, наверх и спуститься. Хотя здесь, наверное, заверну. Мы в столовке говорили про танк. По дороге на работу, по дороге с работы. Постоянно говорили про танк. Просто помешанные были. Сейчас уже большинство, наверное, не признаются в этом, то, что играют.
Блин, да мы даже когда ходили, опрокидывали пивас, так сказать, с ребятами на улице где-нибудь торгового центра, встречалась компания э, бухариков таких же, которые старше были лет нас на 15, и они просто тоже стояли и тележились за танки. Мы тут же подваливали к ним. И начинался, и начинался добрый такой треп за танки. Просто других тем просто не существовало для нас. Да. Блять. Думал, сейчас перевернусь. А то расслабишься и, как обычно, где-нибудь перевернешься. Так, ну что, мы здесь еще не были. Новая локация. Поручение принять. Закрыть. Груз. Выгрузить. Да-да-да, у кого какой левел, какие танки, как пробивается, туда-сюда, хуе-моё. Какие у тебя танки стоят, потом про механику игры. Ну, вообще все, блин, можно было обсудить. Так, мост построили, ребятушки, ребятки. Я хочу добраться... Что у нас еще по времени? 10 минут. Первого. 10 минут первого. Так. Надо все равно добраться до этой модификации. Нужно понять, мне просто интересно, что там. Только вопрос, как мне добраться? Какой глубинный водоем? Где спуск? Сколько вопросов? Я, короче, сейчас доеду сюда, чекну. Может быть, там мне откроются какие-нибудь виды. Так, ну вроде неплохой мост сделали даже. Надеюсь, не смоет. Да, так да, многие игроки разочаровались просто. Жопа горит, деньги высасывает. Да на кой хрен она нужна? Так, какая-то тачка стоит. Что это такое? Едь, едь, ну же. Ну же, ну же. Давай. Блин, я что, здесь застряну? Серьезно? Так, я просто так не дамся. Без боя. Недооценил я эту грязюку. Так, что это за хрень? Какой-то прицеп. Какой-то сервисный прицеп. Ну, наверное, топливо и ремонтная запчасть. Да-да-да. Марка написано Crude Oil. Североамериканская марка.
Так, мы на месте. И что нам это дает? Так, не понятно, стоп. Так. Короче, ладно, я сейчас попробую посмотреть, я только одним глазком. Надеюсь, не застрянем. Нет, уже застрял. Ну давай. Блин, полено мешает. Полено, блин. Так, ну здесь, похоже, брода нет. Нигде. Здесь нет. Вот здесь вот, хотя справа. Но тоже не факт. Не вижу брода. А если нет брода, значит не стоит суваться в воду. Так, а где я смогу спуститься здесь? Ну, короче, явно где-то здесь. Получается, в этом месте. Но! Ну вот же. Получается, вот в этом месте проехать и сюда. Да. Короче, рвем когти на базу. Эвакуируемся. Так. Меняем машинку. Машинка скаут. Вывести. Вывести и... Так, кстати, а может что-то для скаута можно сделать? Движок. Движок стоит у нас V-образный 6-литровый. Так, коробка передач. Снегоход. Что за снегоход? Это коробка передач, снегоход. Снегоход. А что он дает-то? За счет числа передач максимальной скорости и экономически добавлен целых 3. Это пониженные передачи. Ладно, попробуем. Поставим, может быть, это круто. Может, еще есть магистральная. Вот, похоже, там будет это. Магистральная коробка передач. За счет надежности добавления повышающей передач. Так, ладно, подвеска. Подвеска стандартная, шины. Шины у нас стоят такие. У нас стоят, короче, такие. В грязи хорошо, на бездорожье отлично. Отлично. Так, лебедка. Слишком дорогая. Запаска пока не требуется. Кстати, багажник. На 1500 багажник. Блин, ну это будет супер брутально. Может взять багажник? Я же заработал сегодня. Бабосы. Так, шноркель. Доступен только с 14 и 11 левела. Еще не скоро. Так, а что касается декора. Клаксоны, пороги, бампер, серийный. Крышка недоступна. Изогнутый, серийный, изогнутый. Диски стоят. Не, ну стало прям вообще секс. Канистры полные бенза. Запчасть. Плюс коробка. Сейчас посмотрим, что за коробка. Да, я вижу, уже стало доступно это. Чекаем. То есть можно пониженную подрубать. Вот пониженная. Тихонечко, медленно. Есть можно повышенную. Ну, то есть пониженная плюс. Прикольно. То есть вариативность улучшила. Найс. Понеслась. Ну, с такой тачкой-то мы точно все и вся, так сказать, все и вся достанем и везде залезем. Так, нам нужно что? Нам нужно... где
Ого. Далеко. Далеко. Так. Так. Здесь. Здесь. М, Сюда, сюда. Сюда. И сюда. Не, как-то плохо видно. Так, ну давай, покажи себя в деле. Так, я пока еду без полного привода. Просто на энтузиазме. Так. Ну-ка. Маленькое испытание. Тоже без проблем. Ну уже. Ладно, не будем мучить его. Здесь уже сложновато дается. Еще бы движок сюда найти бы помощнее. Что меня смущает, это вот эти канистры наверху. Я, интересно, могу из них перевернуться? Козлик. Козлик. Ё-моё, ну что ж ты скачешь-то, а, так? Не, мне нравится, как справляется. И звук такой хороший прям, достойный. Как ревет, а? Секс прямо, секс, а не звук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Занесло. Шина на асфальте, конечно, плохо себя показывает. Да ё-моё. У меня уже морская болезнь начинается от этой качки. Так, ну что, мы за этот стрим тоже не получается нам сделать. Да, имеется в виду выкупить какой-нибудь трак пожирнее.
Так, уже почти ехать. Стоп. А. Я думал, может получится что-нибудь прикупить. Так, ну... А, собственно, вот и съезд. Да. Ну что ж, подрубим полный привод. Подрубим ползущий плюс, пониженный плюс. И аккуратненько будем спускаться. Хотя, наверное, пониженный минус. Нет, средний. О! Давай, спасибо. Спасибо, что смотрел. Давай, спокойной ночи. Давай, свидимся. Я уж тоже скоро буду заканчивать, ну, через где-нибудь полчаса. Еще, может быть, одну миссию сделаю. Так. Да, похоже, это здесь. Не, скал хорош, конечно. Нравится. Ну уже, берись. Где ты? О! Блять. Это движок. Модифицированный вариант популярного двигателя. Очень надежный и мощный мотор, но не особо экономичный. Но нет. Это движок. Как светит, а? Достойно. Красота. Так, ну окей. Раздобыли движок. Дальше. Дальше что хочу я сделать? Цистерна. Цистерна... наверное, там нужен... Там нужно что-то тяжелее. Хотя написано, что вездеход. Но я не уверен, что на этом вездеходе я сделаю. Так, ремонт у реки. А, кстати, еще ремонт у реки есть задание. Части доски. Но это потом. Так, что у нас по... Что еще тут есть? Так, еще прицеп застрявший. Прицеп. Можешь попробовать вот это достать? Где она? Где ты? А, вот. Chevrolet Kodiaq попробуй достать. А? Интересно, получится, нет? Chevrolet Kodiaq. Да, попробуем. Вот как раз недалеко ехать. Так. Как светит, а? Шикарно.
Так, можно пониженный плюс сделать, чтобы поинтереснее. Не, ну как она светит, а? Ирена. На изи справляется. Так, нам налево. Так, ну что ж, в этот раз я более подготовлен, как мне кажется. Так, сразу пониженный плюс. Ну-ка. Не, гребет уже лучше, намного лучше. Так, да, развернемся, сейчас развернусь. Но по ощущениям, как будто бы она может, но не факт. Давайте, короче, знаете, что сделаем? Пропустим время до утра. Так, пусть будет утро. Чтобы видно было. Так. Ну что ж. Так, нет топлива. Может быть, если бы я смог заехать, да. Может, я даже смог ее заправить. Ладно, это я попробуем сначала вытащить ее, а потом попробую ее заправить. Так, дифференциал. Блокировка дифференциала подключен всегда. Ну что ж, погнали? Нет. Нет. Она нас засасывает за собой. Так, какой же еще... Так, а если тихонечко, аккуратно... Ладно. Сейчас мы попробуем аккуратно заехать назад. Может просто заправить. Так, а если... Может быть... Блин, была бы тут ветка. Какая-нибудь. Ладно. Погружаемся. Ого. Тут очень глубоко, по ощущениям.
А, так я уже и застрял. Так, смогу ли я... так, я смогу пересесть. Нет, это мне не подходит. А смогу я заправить? Блять, я могу заправить. Кстати, секундочку. Так, источник. Цель, скаут. Стоп, мне надо поменять источник на... Источник верхний багажник, а цель... Цель... Кодиак. О, найс. Теперь вопрос. Так, это уже неплохо. Это уже очень неплохо. Теперь вопрос, смогу ли я выбраться отсюда? А? Так, лебедка. Лебедка, лебедка, лебедка. Так, кстати. Возможно. Возможно, лебедочка поможет. Блин. Переворачиваюсь. Так, попробовать тогда назад. Так. Теперь вперед. И лебедку. Так, только лебедку надо наверняка оценить. А, стоп, понижено. Давай. Очень деликатно и очень аккуратно. Найс. Отлично. Короче, справились. Блин. Спасибо разработчикам за эти ветки. Так, теперь. Так. Ух, погнали. Блять, я ж заправил ее. По идее, я просто могу в нее залезть. Получается, да? Ты смотри, хотя вытаскивается. Слушай. Ремонт. Вы можете чинить любой поврежденный автомобиль. А, окей. Ви. Ремонт. Ремонт цель. Скаут. Ремонт. Нет урона. А, блядь. Стоп. Мне нужно отремонтировать, может, колеса. Бак. Так, я... Кстати, я же могу пересесть просто. А, гайс. Пересесть. Так, и смотрите, могу тпхнуться. Эвакуация. Изи! Пожалуйста. Вот и все. Шевроле Кодиак. Я думал, не смогу заработать тачку. Пожалуйста, новая тачка в гараж. Так, и что это такое у нас? Как ее посмотреть? Так, секундочку. С помощью кнопок можно поворачивать ее? Нет. Тюнинг. А, во. Шевроле Кодиак. Какое-нибудь описание было. Так, мощность у нее. Хорошая мощность, слушай. Так.
Надежность. Расход. У нее есть привод возможен, дифференциал есть. Так, что у нее по движку? Можно поставить на нее даже такой движок. Прикольно. Установить. Коробка передач. Оптимальная. Подвеска. Оптимальная. Шины. Шины никакие нельзя поставить. Лебедку стандартная. Дифференциал. Подключаемый. Колесо, шноркель. Длинный воздуховод. Полный привод. Подключаемый. То есть дифференциал и полный привод. Найс. Так, что можно поставить? Низкое седло можно поставить. Высокое седло. Можно кран поставить. Надо понять, это что такое? Что я взял? Это грузовик? Что это такое? Ну, гайс. Грузовой. 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 Так. Шоссейники. Грузовые. Chevrolet Kodiaq, кстати. Он дороже стоит, чем наш Fleetstar. То есть этот стоит у нас 30-ку. Так. 30, а этот 33 тонны. Так, ну у этого мощность выше. Надежность меньше. Расход топлива ниже. У этого мощности немного меньше, но надежность выше и расход топлива выше расход. Хотя нет, такой же расход, одинаковый. Баки. У этого бак больше. Подвеска серийная, тут серийная. Колеса 42, тут 39 колеса. Так. Какой-то смысл мне менять на Кодиак. Можешь продать его просто. Так, а что еще доступно? Это тяжи. Шоссейники. Шоссейник это вот это у меня. Шоссейник. 26. Получается у меня один шоссейник и два грузовых. Ну какой лучше? Kodiaq. Ну это мощнее. Так, мне нужно как-то понять. Где машины мои? Машины. Вывести. Что-то я не понимаю, как они так... Так, еще раз. И старт. Вывести. Почему они... Ладно. Непонятно. Так, машины. Будем чекать так. Fleetstar 39 стоит. При продаже этот 38. Грузовик старший брат модели 1500. Промежуточный вариант между небольшим поисковым автомобилем и полноразмерным грузовым. С короткой базой. Не самый мощный и не самый прочный автомобиль своего класса. Многие принципы модуля могут оказаться для него слишком тяжелыми. Но с большей частью задач этот средний грузовик справится. То есть этот средний грузовик. В принципе, в теории, я бы сказал, даже в теории его можно продать. Так, этот же у нас. Стоп. Как его выбрать-то? Стоп.
А, вот так. А, Кодиак, он помощнее, это послабже. А, грузовик с хорошей грузоподъемностью, способен справиться с любой задачей по перевозке самых разных грузов. Не самый изящный рабочий инструмент, зато исключительно надежный, оснащен всем необходимым для передвижения по бездорожью. Короче, давайте избавимся от нашего Кодиака. Поставлю на него стандартный движок. Подвеска стандартная, шины я не покупал. Лебедку не покупал, дифференциал не покупал, колесо, шноркель, полный привод. Здесь я ничего не покупал. Давайте просто продадим его. Магазин. Стоп, машинки. $33 800 без движка. Так бы я продал движок свой, оказывается. Да. Он неказистый, он мне сразу не понравился. Хотя название прикольное, Кодиак. Ну, если я правильно прочел. Так, ну что ж, у нас 45 950. У нас есть Флистар. Флитстар. Да что такое-то? Вывести. А, во, кстати. Движка. А? Я чуть не продал движку. Так, что у нас тут? Коробка стандарт, подвеска шины. Шины пока нет. Лебедка. Дифференциал нет, запасное колесо нет, шноркель. Может шноркель поставить? Или пока не стоит? Можно поставить задний привод, можно поставить подключаем полный. Естественно, подключаем полный. Так, ну что, какую-то задачу может еще сделать, выполнить. Раз уж пошла такая жара, теперь тем более новый движок. Нет, ладно, шнорки пока я не буду покупать. Так, посмотрим, что доступно. Какие задачи нам доступны. Тем более новый движок. Я могу, кстати, продать вот этот пикап. Можно продать пикап, шоссейник, пока пригодится. Ладно, пока непонятно. 40 тонн есть, но непонятно, что у них покупать. Посмотрим по задачам, что. Срочная доставка. Местный фермер срочно нужны пиломатериалы для ремонта поврежденных зданий. Заказы поступают постоянно. Возьметесь, платят неплохо. Так, избегать следующие взаимодействия. Гараж. Пересесть, эвакуация и выполняется ночью. Доставить на боровую доски. Доставить к церкви доски и доставить к старому дому доски. 8 минут. То есть нужно с лесопилки доставить доски сюда, потом доставить к деревянному дому. Сюда. По единице. То есть здесь загрузился. Заехал сюда, выгрузил. По дороге проехали здесь. И выгрузили еще одну. Потом обратно тем же макаром загрузились и... вот интересно, смогу ли я здесь проехать? Ладно. Это, короче, мы уже в следующий, наверное, на следующий стрим заморочим. Проверим. Так, что еще доступно? Может, что-то еще вытянуть можно. Так, по заданиям что у нас? Steel River.
Потерянный контейнер, кстати. Рекомендуется грузовик с краном. Кстати, грузовик с краном. Потерянный контейнер. Потерянный контейнер. То есть здесь запчасть для буровой доставить на склад. А где запчасть для буровой взять? Что-то я не понял. Здесь же, что ли? Так, что еще не хватает? Дело труба. Опа. Дело труба. Местный завод нефтяного оборудования пострадал от наводнения. Без него остановятся буровые вышки, поэтому необходимо как можно скорее наладить его работу. А сначала нужно добыть топливо и стройматериалы. Доставить тяжелую цистерну. И доставить кирпичи и рейки. Высокое седло. Ну, так, похоже мы нашли... А это что? Прицеп платформа. На прицеп платформы, я так понимаю, либо кирпичи, либо рейки. Ага. Так. Ну, короче, давайте последнее задание возьмем. Последнее задание на склад. Сгоняем. Так, потерянный контейнер. Поднять. Так, а тут потерянный контейнер. Дренаж. Еще бы дренаж выполнить. Найти насос, найти насос. Блин. Ладно, на следующем стриме уже. Давайте закатимся в гаражик. Ластецкое задание сделаем. Так, модули кузова. Нам нужно что? Стоп. Блять, я что-то опять это... Еще раз. Задание. Потерянный... Так. Рекомендуется грузовик с краном. Грузовик с краном. Ладно. Ну вот как понять, нужен кран или грузовик? Контейнер. Давайте посмотрим, что нам доступно. Может быть, еще по уровню нам недоступно. Так, погрузочный кран. Может быть, вот это вот? Это же грузовик с краном считается. Малый кран самопогрузчик. Топливный бак. Модуль с фунгом. Платформа. Тяжелый кран. Грузовик с краном. Нет, явно, наверное, нам нужен погрузчик. 5700. Прикольно. Так, а как ему управлять? Так. Выдвинуть опоры. Так. Как тобой управлять? Непонятно. Так, а почему он едет? Как интересно этим манипулятором управлять. Я хз.
Может быть... Так, 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 нет. Стрелочки, циферки. Может быть, Shift, Ctrl. Привет, Коста-Рика. Видео лайк. Привет, привет. Я тут немножечко изучаю устройство этого погрузчика, как он работает. Управление, как его управлять? Выдвинуть, удали груз. Функции. Так, может при заглушенном надо как-то работать? Нет, он заводится. Я что-то хз, как, кстати, работает этот манипулятор. Двойка, тройка, четверка. Или может как-то он автоматически сам цепляться должен. Ладно, короче, давайте доедем до места. Доедем до места, и там уже видно будет, может быть, будет описание по тому, как пользоваться этим манипулятором. Так, нам нужно что? На склад. Блин. Что опять разогнался. Давай, давай. Доставить на склад запчасти для буровой. Только я так и не понял, не разобрался, как этим манипулятором пользоваться. Блин, тут я уже яму сделал огромную. Огромная яма. Да давай, ну что тебе стоит-то? Боже мой. Что такое-то, а? Прямо очень тяжело дается. Что такое? Движок новый поставил он тебе. А ты ни в какую не хочешь ехать. Ужас. Наконец-то. Ползем.
У меня уже предчувствие, что я приеду на место и с манипулятором я не разберусь. Хотя, может, он автоматически сам это делает, убирает. Но это не точно. Блин, когда ничего не происходит, мне так... Да что такое-то, а? Че, неужели такой тяжелый... Неужели такая тяжелая эта платформа? Блин, уже час. Так, давайте по Беррикому доезжаем. Ну. Блин, да что такое-то? Прямо встает и все. В смысле? Прямо здесь застряли, серьезно? Охренеть. Что такое-то? Может, наехал на что-то? Что, я, может, погорячился, что оставил тебя, а? Флитстар. Давай мне не расстраивай. Да нет, это явно из-за колес. Просто нужно резину поменять. Не, ну как же ему тяжело, а? Да жути. Хотя там, по-моему, за 40 тонн можно было взять другой грузовик. Я мог продать и этот. Ладно, на следующем стриме разберемся с покупкой, так сказать, грузовика другого, возможно, вместо этого. Потому что это на каждой кочке, блин, ломается. Охренеть, я не помню, что я застревал здесь в прошлый раз. Да что такое-то, алло. Не может то, что база увеличилась. Вот тянет меня. Убьет меня, отсоединил. База, видимо, увеличилась. И стал он, короче, на брюх садиться по КД. Так. Сейчас, секундочку. Подрубим лайк, подписка, чтобы не забывали люди. Да, кстати, не забывайте подписываться, комментировать, ну и ставить лайк. Это же так просто. Это как поздороваться с человеком. Сказать привет. Вот тебе мой респект, дружище. Так что я не уверен насчет этих запчастей для буровой, смогу ли я увезти их. Да что ты такой вязнешь-то, постоянно, ё-моё, серьезно? Прямо ужас какой-то. На ровном месте встаем.
Не, ну это трэш. Осуждаю. Как не вылазить сейчас? Во. Пока не проклянешь, не поедет. Короче, я понял. Высота грузовика не позволяет достойно проезжать. Неровности все эти. Он на брюхо садится. Надо, короче, поднимать его. И плюс, ну, как я уже ранее говорил, колеса другие надо. Ну давай еще немножко. Ну. Эй. Блин, серьезно? Мне еще обратно так-то ехать? Всю дорогу убил. Да чтоб тебя. Что вообще перестал ехать машина? С этой платформой. Ужасной. Так я обратно-то поеду. Груженый. Может в объезд дать? Да ё-моё, я цепляю все подряд. Нужно поднимать клиренс. О, кстати, как будто бы... Так, что-то надо сделать. Мне бетон, рейки. Запчасти для буровой установки. А! А! Запасные... Это что ли? Но мне только одну единицу надо. Так. Не понял. Еще раз. Так. Доставить на склад. Запчасти для буровой установки. Может, что-то я не то делаю опять. Дамба. Так. Как будто бы сюда надо мне выгрузить. Так, мы потеряли контейнер с очень нужным оборудованием. Без него нам будет туго. Контейнер где-то поблизости. Если найдете его, будет... надо найти его. Ну круто. То есть нужно еще найти контейнер и доставить сюда. Так. Удалить груз. То есть, возможно, мне как-то надо будет разгружать его. Ну окей, а где найти контейнер этот? Наверное, зря я приехал. Пустым. Контейнер.
Цистерна. Блоки. Прицеп. Где ты, контейнер-то, а? Цистерна. Телега. Может, где-то здесь? Так, это дом на колесах. Цистерна. Прицеп. Короче, видимо, я еще его не нашел. Может, мне еще ее придет. Для начала нам найти его, чтобы вести, да? Может быть, где-то здесь. Запчасти для буровых установок. Может, где-нибудь здесь даже. Кстати, здесь еще я не... Опаньки. Что я вижу? Тут у нас что-то точила стоит какая-то. Так. Также, возможно, где-то в этой темной области. Так. Может, где-то здесь что-нибудь есть? Прицеп, платформа. Так, ладно. Это уже давайте сделаем на следующем стриме. Найдем все это дело. Где этот контейнер? Может, здесь он валяется? Вот, как раз что-то. Какое-то образование, а? Может, он? Ну. Кстати, может быть, он. Тем более буровая установка здесь. То есть, ну, нефтяная буровая, наверное, здесь установка, соответственно, по логике вещей, возможно, где-то здесь стоит. Ну ладно. Короче, ребят, давайте заканчивать, наверное. Давайте добрахнемся в гараж. И закончим. Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, лайки. Подписывайтесь на канал. Можно даже не распространять, просто подписывать. Просто подписывать. Просто комментируйте, просто лайкайте. Буду признателен. Спасибо. Увидимся с вами во вторник. Всем удачи и всем пока. Спокойной ночи.